Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, я для себя там делал челлендж, сыграть на эльфов, и эта каточка предвещает быть многообещающей, потому что здесь есть, во-первых, инвокер, есть темпларка, есть Свен, есть, в принципе, орки, и, честно, я в этой катке в эльфах особо не верю, поэтому, знаете, наверное, как я поступлю? Я буду играть на том, что будет приходить, и от этого уже буду как бы отталкиваться. Вообще, мне бы хотелось попробовать сыграть через мантию короля, и там, если получится все-таки мантию короля выбить, я бы хотел попробовать закерить Свена под мантией короля, это было бы прикольно, но все опирается в то, что здесь есть орк-шаман, и этот орк-шаман может меня немного так приколоть люто, в плане того, что может сайленс навесить сверху, и все, без БКБ я буду как без рук. Либо же можно будет попробовать сыграть через мантию короля и керри антимага. Ну, антимаг это метовый перс... Короче, давайте так. Я буду играть на том, что будет приходить. На эльфах особо целенаправленно в этой катке я не буду играть, но посмотрим, что из этого, конечно, получится в конце по итогу. В целом хочется попробовать на эльфа сыграть и все-таки показать вам, что такое эльфы, с чем их едят и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Так как мне сейчас пришел один охотник со старта, даже два охотника со старта, то я буду играть через охотников со стартом и буду кайфовать от жизни. Тьфу-тьфу-тьфу, если, конечно, ко мне все будет нормально приходить. Возможно... О, понял, принял. Понял. Всю, понял. Саня рот завалил свой. Саня свой рот завалил. Там уже чувак нашел себе шаман лавы в 2 звезды. Угу. Это означает, что он будет играть на богах плюс орках. Ну, ладно. Лайтовая каточка, скорее всего, нам не светит. Но если посветит, я буду только рад. Но, ладно. Я слишком много загадываю, скажем так. Поэтому просто играем, просто смотрим. Хрень все беру свои слова назад. Это не хрень. Это хорошая хрень. Это полезная хрень. Там, конечно, есть уже столы посильнее. Хусик DZD. Ладно, короче. Я не буду себя с самого старта настраивать на какой-то плохой исход. Я буду пытаться настроить себя на лучший исход. Правильно? Правильно. Ребят, давайте так. Новый челлендж. А я на самом деле не знаю, какой. Надо сначала придумать челлендж. Какой же челлендж придумать? Ну ладно, давайте так. Если... Ну, вы по превьюшке все и так поймете, в принципе, да? И если, короче, получится сыграть в этой каточке на эльфах, и на ролике, в котором я заказывал этот челлендж, точнее, говорил, что будет... Короче, вы поняли, что я имею в виду. А то сейчас сам себя запутаю. В ролике, где я говорил за этот челлендж, если не собралось 50 лайков, то в правом верхнем углу экрана будет подсказка для перехода на этот ролик. Поэтому, что правильно? Вы докинете недостающее количество лайков. Запомнили? Запомнили. Все, работаем. Работаем, мы только так с вами и работаем. И давайте новый челлендж. Ну, я давно на богах-орках не играл, правильно? Давайте так. Боги плюс орки билдачок такой вот будет, поэтому 50 лайков под данным роликом, и, соответственно, боги-орки, билдачок я буду собирать. Будет прикольно, как по мне. Что думаете? Что думаете, пишите в комментариях, соответственно. И смотри, если ты еще на меня не подписан, то обязательно подпишись, потому что цель у меня 5000 подписчиков. А если ты еще не знал, то у моего канала есть телеграм-канал, поэтому тоже переходишь, подписываешься на него, там у меня чат комьюнити, там я пишу, когда у меня стримы, когда обновление игры и тому подобное. Короче, еще и веду свой небольшой личный блог. Поэтому, если тебе это все интересно, чем, скажем так, я живу, чем питаюсь, то присоединяйся в мой телеграм-канал. Вместе все-таки веселее, интереснее. Особенно, когда у тебя есть чат комьюнити, где можно просто потрындеть, спросить что-либо и тому подобное. Короче, все ссылочки закреплены в описании под видео, и в комментариях под видео тоже закреплена ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому подписывайся, не стесняйся, участвуй в развитии канала и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все. Но а комментарии, если что, от 3 слов. Понял? Понял. Принял. Поехали. Ладно, возвращаемся в каточку. Погружаемся дальше в нее. Пока что мне на самом деле неплохо идут охотники, и я только рад этому. Даже если это будет не эльфы. Ну, просто понимаете, чтобы сыграть через эльфов, ты 100% должен использовать антимага как основного керри. У меня же в голове есть идея использовать не антимага как основного керри, а использовать темпларку как основного керри. Но тоже, темпларка — это легендарная фигура, которая в тупую может не приходить. Ну, я думаю, вы все это прекрасно понимаете и без меня, то что даже если я выйду в 10 ранний,
то по всем законам подлости, как это бывает обычно в моих роликах, мне легендарная фигура идет со скрипом, со свистом и с разрывом моей пятой точки. Вот только так оно и работает. По-другому? А по-другому и быть не может. Серьезно. Знаете, вишенка на торте — это когда ты попадаешься со своим подписчиком, и этот подписчик тебе просто всю малину портит. Ну, на самом деле, типа, по приколу портит. То инсектоидов выкатит, то воинов поставит, если ты, допустим, на охотниках играешь. Ну, прикольно, на самом деле, становится. Знаете, он как вишенка на торте усложняет игру по максимуму. Вот это вот имбулька. Помню, была одна у меня каточка, к сожалению, проигрышная, но там я экспериментировал, я там пытался закерить легионку, все такое. Вот. Пытался закерить легионку, блин, мне так боги хорошо, боги-орки идут. Фу, мне орки идут хорошо. Это сильно. Шаман лавы в 2 звезды это сильно. Хотя, на самом деле, какие мне орки идут? У меня всего лишь 2 орка пришло, и только шаман лавы в 2 звезды пришел. Круто, круто. Я в зверей, короче, не особо верю. Все-таки 10% надбавки — это 14 урона с руки. А что это такое? Это слезы. Там уже дума нашли. Обалдеть, ребята, вы можете не быть такими скилловыми? Я тоже так хочу. Я, наверное, тоже так хочу. Алло. Что за дела? Мы с вами будем сейчас по-другому общаться, отвечаю. Я сейчас соберу Кири антимага под мантией короля и все. Я вас, вот этих вот скилловичков, порву всех и вся. Так. Так, короче, попался я в каточке со своим подписчиком, и он мне такой говорит: Саня, без обид, но я очень хочу выкатить тебе инсектоидов. А я в то время легионочку керил. Ну и он чисто по приколу выкатил инсектоидов. В действительности у него там, не помню, какое он место занял. Но сама суть то, что я легионку не смог реализовать, потому что у меня 0 предметов было. Зато легионка ранее в 3 звезды была. Но это мне не помогло. Вот как-то так. Я легионку пробовал под гритерами собрать. И чтобы вы понимали, против меня собралось 9 охотников. Через волшебников. Прикол в том, что 9 охотников. И собрался инсектоид, который тупо меня переспамил, а у меня не было ни одного нормального предмета, чтобы просто переживать этого инсектоида. Вот и все, как бы. Вот и все, как бы. В самом деле здесь есть инвокер, квапа. Ну, так если задуматься, тут хорошие есть фигурки, которые реально можно будет красиво реализовать. Загвоздка лишь в том, что будет ли это приходить. И удастся, и увенчается ли мой план успехом. Вот в чем вопрос. Так, там у чувачка, если что, винстрик 5. А ну-ка. Если сейчас я заберу у него винстрик, это будет идеально. А я забираю этот винстрик просто сюда. Ой, сюда, иди, моя сладкая ты булочка. Просто, ну ты... Просто белиссимо. Какой ты, ну просто, ну... А это уже как бы иной разговор. Орк-жрец. Это сильно. Ну, ладно, короче, его продам. Нет, все, у меня другие планы. Короче, у меня другие планы. Да, я мог оставить этого орка-жреца, но не смог. Ну, не хочу я оставлять его. Вот, не хочу и все. Я вот хочу какой-то контент. Хочу вот какой-то контент, и мне вот реально хочется попробовать на эльфа сыграть. Почему я и вначале сказал, что меня здесь могут в легкую порвать? Это из-за того, что здесь есть орк-шаман. И если я буду играть, допустим, через ту же самую темпларку, то если орк-шаман-то будет жесткий, с аганимом, с драконьим рогом, то мне тупо сайленс на голову накинут, и все, и темпларка финита ля комедия. И до свидания, аривидерчи, и просто, ну, короче... Я думаю, вы и сами прекрасно без меня знаете, что происходит, когда есть в катке орк-шаман в 2 звезды с аганимом, с посохом 3-го тира, и не дай бог со взглядом АЗС еще. Так, сюда. О, да. О, да. Вот это то, что доктор прописал. Я сейчас и предмет 3-го тира получу, и кучу бабла еще сохраню, потому что у меня есть винстрик. Вот так вот. Вот так вот. Работаем. Так, 1100, тут 1300, поэтому я в шамана лава перекину перчатку. Вот. Я, кстати, говорил в одном из своих роликов о том, что вот эту вот перчатку первого тира я бы, конечно, хотел бафнуть. Там уже антимага нашли. Скилловик ты скилловый, антимага нашел. Ладно, не будем портить себе настроение, правильно? Правильно. В общем, я говорил по поводу перчатки первого тира. Я бы такую, чтобы ее в действительности бафнули. То есть добавили ей скорость атаки плюс 20% и убрали палку первого тира. Это было бы идеально.
Вот как по мне, это было бы идеально. Чтобы просто уменьшить количество лишних предметов. Вот этих вот бесполезных предметов, которые, ну, вот, не нужны и все. Может, через мантию короля все-таки поиграть? Раз мне так охотники идут хорошо, может, реально через мантию короля поиграть? Там, конечно, вот этот чел антимага нашел себе. Я надеюсь, что он мантию короля себе не найдет раннего. Так вот, я вернусь к той теме, потому что к той теме, где я разговаривал за орка-шамана пятерочку. И вот смотрите, если там соберется в 2 звезды орк-шаман с аганимом, с посохом 3-го тира, все как надо, ну, вы сами знаете, что это будет сайленс вечный. А если я буду играть через темпларку, во-первых, я даже если закастую каким-то образом щит первый раз, то этот щит сразу же слетит. Сразу же слетит, потому что что? Потому что правильно. Потому что мне орк-шаман его просто собьет за долю секунды. И все. И мощность моей темпларки уменьшится на 500%, даже на 1000. Сама суть вот этой вот темпларки в том, что там она должна закастовать свой щит. Закастует свой щит, соответственно, будет импакт. Не закастует, будет не импакт. Там, кстати, вот ТНЕ собирает демонов. А значит, здесь будет еще и Свен сверху. Но против Свена, кстати, темпларка мне спокойно поможет. Единственное, что мне нужно будет найти щит 5-го тира. Но тоже, чел меня может спокойно законтрить, если тупо найдет МКБ. Палку 4-го тира находит, и все, и будет он мне этой палкой по самое не хочу бить. Ну, в принципе, можно будет и через убийц сыграть вдруг чего. Короче, трентуху пока что куплю. Но на самом деле, типа, давайте так. Я думаю, вы меня вдруг чего простите, если я буду играть через антимага. Но вот вдруг чего, да? Давайте вот с вами договоримся. Если у меня получится все-таки на эльфов сыграть, я не уверен, конечно, что я буду на них играть. Но все же, если у меня получится сыграть на эльфах, то, во-первых, я выполню свой челлендж. Это первое. Второе, покажу, на что они способны. Вот в текущем патче, да. Вот тут мне антимаг просто жопу рвет. Пу-пу-пу. 3500 урона у антимага однозвездочного. Ну да, адекватный герой, я не спорю. Идем дальше в уровень. Вот, и, во-первых, я выполню свой челлендж. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Если мне понадобится в этой катке антимаг, то я буду, соответственно, играть через него, а не через темпларку. Но мне бы очень хотелось поиграть через темпларку. Но просто реально, орк-шаман может спокойно закрыть эту темпларку без единого шанса. Короче, посмотрим. В общем, вы меня, если что, простите, если я буду играть через антимага, правильно? Правильно. Пока что у меня все размеренно, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Если мне еще на 20-м раунде упадет награда за гоблинов, хо-хо-хо, это будет такая имба. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это будет, если мне еще и на 20-м раунде упадет награда за гоблинов. Да я там смогу такие деньжища воротить. Я выйду самый первый в 10-й уровень. Самый первый выйду. Вот к гадалке не ходи, у меня будет самый первый 10-й уровень на районе. Ну, а с легендарной фигурой в 2 звезды, я думаю, я буду самый последний. А чувака там уже 7 винстрик. Интересненько. У нас с ним чисто такая, знаете, по 97 хп. У каждого. Кстати, ребята, я там говорил, писал в Телеграме о том, что... Ну, я и в видосах это говорил. Ну, короче, ближе к сути, правильно? Правильно. Так вот, я там писал, что в Телеграме, что в видосах говорил, что скоро будут у меня ролики по двойному режиму, но с нового сезона. С нового сезона, потому что надо будет набрать ранг повыше, там, до короля хотя бы 3-го дойти. И... Ну, это, наверное, знак. Знак свыше, что... Хотя, ну, в баню этот знак. Пока играем так. Друидов я, если что, потом соберу когда-нибудь. Если они мне вообще понадобятся. Если я, конечно, не буду играть через волшебников. Спасибо. Очень полезный предмет. Ставлю лайк. И вот я к чему это сказал по поводу двойного режима. Что вы думаете на этот счет? Будет ли вам интересно посмотреть двойной режим с Дискордом, все как надо? Вот. Дайте просто свой фидбэк, правильно? Правильно.
Так. Молодой, горячий, с винстриком. Смогу забрать или... А, нет. Здесь я ловлю отки снова. Знаете, почему я здесь ловлю отки снова? Вот ваши догадки. Если что, то у меня просто моего мейн-керри Венгас вапнуло, и я парочку блинов народ принял. Бывает. Ничего страшного. Я местами, кстати, поменяю сейчас с Мираной. Я даже, наверное, немного другую расстановку сделаю. Какую-то вот такую. Не знаю, правильно ли это, что я сделал такую расстановку, но посмотрим. Тут еще есть, кстати, мастерская бума, поэтому я не буду спешить с предметами. Там чел 2 Манки Кинга он уже нашел. И воин, кстати, собирается, если что. Угу, понял. На охотниках здесь явно не вариант играть. Надо будет думать, на чем играть. Ну, если не соберется орк-шаман в 2 звезды с Аганимом, то темпларка спокойно затащит как воинов, так и, соответственно, других. Да и, в принципе, я могу темпларочку, знаете, как сделать? Я могу эту темпларочку пересобрать в убийц и докинуть 4 ведьмака сверху. Вот это будет имба. Либо же вообще в 6 троллей сделать себе. И, соответственно, докинуть ведьмаков. И будет вообще просто чики-бомбони. Можно будет на 8 уровне поставить бабчи на книжников. Хотя на его баню не буду. Мне так хорошо, правильно? Правильно. На следующем раунде у меня уже будет 8, на секундочку. На секундочку. У меня сейчас на 19 раунде, ну я уже, короче, я уже апнул 8, но все же. Ну ладно, давайте так. Я хотел сказать, на 19 раунде у меня будет 8, но на 18 раунде у меня сейчас 8 уровень. С такими темпами, дай бог, конечно, на 20 раунде мне сейчас упадет награда за гоблинов. Я буду вообще в шоколаде. А мне вот чел на воинах вообще не нравится. Вынесите, пожалуйста, этого воина, хоть кто-нибудь. Не так этот орк-шаман идет, это просто. Мне аж больно от него отказываться, если честно. А можно мне нормальные фиолетовые фигуры будут приходить? Мне хочется как бы антимага там, пощупать, потрогать, увидеть. Через мантию короля сыграть было бы шикарно, на самом деле. В самом деле, играть через мантию короля довольно-таки одно удовольствие, потому что ты можешь себе поставить, во-первых, одного демона-волшебника, и ты будешь бить чистым уроном сверху. Так еще и ты можешь баф морских себе поставить 4 сверху, и плюс у тебя еще и баф охотников будет. Ты защитишь себя и от... А, там, ну, чел реально хочет антимага собирать. Но я так понимаю, он и будет собирать антимага. А тот демонов собирает полностью. Интересно. Интересный такой моментик. Ну ладно. Ну это реально необычно, что он собирает демонов через ТБ. Еще и 2-то. Ладно. У 2 ТБ у него по капельке, которые стырили снайпера способность. Как вам? Да, это сильно. Да, это мощно. Ладно, раз мне и так эльфы идут, их еще хорошо. То будем лакшери жизнь запускать. Давай, сейчас награду за гоблинов. Чтоб я вообще максимально эмоционально кайфанул. Ай-яй-яй, там чел уже 2 трендов нашел. Еще один тип еще вылетит, еще и бабками поделится сверху. Короче, давайте так. Я на 18 раунде взял себе 8 уровень. Поэтому пишем в комментариях, вот сейчас ролик поставь на паузу и напиши в комментариях, на каком раунде ко мне придет легендарная фигура темпларка в 2 звезды. Вот давай, все. Это все мне? И я такой подгон только одобряю. Еще и предмет 3-го тира получил. Хорошие мне предметы упали, но я не хочу посох 3-го тира брать сейчас. Блин, ну если я собираюсь играть, ну мне, ну, наверное, не, мне посох 3-го. Хотя если мне антимаг понадобится, то посох 3-го тира это то, что доктор прописал. Ладно, я наверное, скипну все предметы. Ладно. Принятие, боль и разочарование. М. 9 убийц, 9 воинов.
На самом деле, я, наверное, все-таки совершил ошибку, что не взял посох 3-го тира. Есть у меня такое предчувствие. Так, ну в этот раз я этого охотника вынес. В прошлый раз он меня своим антимагом приколол, а в этот раз я его приколол. Просто расстрелял его снайпером. Ну, Марси берем. Поставлю Муэрту вместо Тарксы, потому что у меня Муэрта, если воплотится в свою форму, то она еще может время потянуть сверху. Поэтому это однозначно плюс. Чел на демонах там какой-то лютый. Не знаю, я как-то даже не особо хочу предметы переделывать сейчас. Разве что какие-то предметы первого тира понаходить, потому что есть в игре мастерская бума, а у меня хп в достатке. Если, конечно, какая-то лютая поплава будет, то я, скорее всего... Ого. Отвали, отвали, Квапа. Отвали, Квап. Мне пи... Мне пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну да. Ну ладно, я хотя бы сейчас вот этому вот демону отдал. Винстрик. Видели, как красиво? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Видели, как красиво только что пообузил? Точнее, не пообузил, а получил плюс 10 монет. И сразу их реализовал. Я купил с помощью ходки уровень 3 раза. Продал Траксу, все вот это вот красиво. Короче, поступил красиво. Такой можно моментик на хайлайт записать. Чисто самая быстрая рука Дикого Запада. Благо у этого вайпера нет никакого хп регена. Но у меня как бы тоже. Поэтому это обоюдоострый меч он меня снес. Хрень, 23 раунд, вайпер в 3 звезды. Прикол. Да, без денег сидит, но... Напишите в комментах, как часто вы собираете себе на 23-м раунде вайпера в 3 звезды. Как часто? Я думаю, довольно-таки нечасто будете собирать. Играю максимально по-жадному. Максимально я делаю награду за гоблинов плюс. Не, ну только не плюй меня, Квапа. Ой, спасибо. Ой, спасибо тебе, Квапа. Вот, в этот раз Квапа не плюнула как надо, и я вынес его. Хорош. Так, яичко есть, отлично. Эльфы есть. У меня уже 9 уровень, и скоро у меня будет 10. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Вот прям грамулечку осталось. Но я напоминаю, пишем в комментариях, на каком раунде ко мне берет темпларка в 2 звезды. Чел уже, кстати, 10 взял, при этом 46 монет имеет сверху. Угу. Интересненько, интересненько. Так, вместо одного антимага пока что поставлю таким вот образом. Пусть у меня будет станчик Мираны. Забавно там Террорблейд с Некромиконом. У меня вот такой один вопрос. Зачем он Некромикон нашел? Ну, точнее, зачем он вообще предмет 4-го тира искал? В чем прикол, в чем суть? Так, обезоружь. Это все скипаю. Взгляд Азеса, в принципе, пригодится. О, хорош. Вырочка сюда. Думчик, ну, пригодится. Хотя, кстати, я могу сейчас распродать и эльфов поставить. На секундочку-то. Я так-то эльфов могу уже поставить. Так, это сюда, это сюда. О, красоту навел. Ля. Ля, какую красоту навел. Я антимага сейчас вот так вот заапгрейдю. О! Вот это я понимаю. Вот это вот то, что доктор прописал.
Жду осуждающие комментарии, что я играю через антимага. Ну, ребят, я хочу на эльфов сыграть. Хочу через темпларочку, поэтому приходится адаптироваться. Приходится адаптироваться. О, красиво. Красиво. Не то слово, кстати. Как? Щит тупой инсектоид. Мало того, что там чел себе Свена уже в 2 звезды нашел на 10-м раунде, при этом... Ой, короче. Ну это жестко. Кстати, напомню, кто вдруг не знает, то перчатка первого тира схавывает перерождение инсектоида. Это крутая тема на самом деле. Знаете, я вот теперь реально задумаюсь о том, что мне надо было после 3-го тира оставить. Ну и ладно. Ну и хрен с ним. Ну не оставил и не оставил. Что не делается, то делается к лучшему. Хотя на самом деле здесь к лучшему ничего не пойдет делаться. Без посоха 3-го тира у меня не будет так много урона. Хотя на самом деле плевать. Ну, главное, самое главное, я инсектоида стер в порошок. Эта падла не должна жить. Но меня больше шокирует то, что там есть чел, который уже со Свеном 2 звезды. Это прям, ну это прям жестко. 26-й раунд, у него Свен в 3 звезды. А ты не под... Ну, ну, вы поняли. Так, ну магов здесь нету, поэтому я уберу сейчас. Так. Пу-пу-пу. Так, и вот такую красивую... 80... Какой 89? Точняк, ладно, хрен с тобой. Ну, спасибо, хотя бы рано нашел себе сейчас эльфийскую волшебницу. Я думал, вообще не найду эльфийскую волшебницу, если честно. Не убей! Чисто друг друга ваншотнули. Хорош. Ну как ваншотнули? Короче, ничью сделали, красивую. Да, это красиво. Да, это хорошо. И вот так вот. О, все, теперь у меня 9 эльфов. На самом деле мне нужна темпларка. Это первое. И мне нужен инвокер, это второе. Инвокер будет выключать... Ну, короче, безоруж будет накидывать массовое. Как раз против Свена 2 звезды это самое то. Против Свена в 2 звезды это самое то. Я продам ВР-ку, поставлю вместо нее темпларку, либо же инвокера. О, там щит еще 5-го тира. Ну, это, блин, ребята, ну что вы со мной делаете? Как мне против вас жить? Ну, против Свена в 2 звезды будет жестко. С щитом 5-го тира. Чел, если что, ни разу только что на своем Свене не промазал. Прикольно. И зачем я эльфов собираю, если он все время попадал? Не, ну серьезно, зачем я тогда вот собирал эльфов, если он тупо только что попал всеми тычками в меня? Какой от этого толк? Мне кровь из носа необходима темпларка. Мне нужна темпларка, потому что без нее будет ой как туго. Потому что Свена ваншот это не шутка. Я думаю, вы и сами это знаете. Так, сейчас будет 30-й раунд. Я надеюсь, мне упадет мастерская бума, и я с мастерской бума смогу переделать предметы, которые мне необходимы. А нужны мне предметы 5-го тира. Желательно мне надо найти щит 5-го тира, потому что Свен тогда сможет сам себя ваншотать. Но, буду откровенно честным, ему нереально фартануло на то, что ему так рано пришел Свен в 2 звезды. Но я думаю, вы сами это прекрасно знаете без меня. Это очень лютый фарт. Тут что, кстати, чисто Б играет.
Только непонятно, зачем ему... Ну, Некра, наверное, просто так выпали. Случайно. Так, отлично. Так, отличненько. Так, Думчик, Фура. Хорошо. Ладно, я ничего когда-нибудь найду. Я, кстати, наверное, сейчас буду керить антимага. Сделать чуть больше плотность у Марси. Вот, да. Пока что я Марси закерю, а не антимагом. Ну да, на самом деле, типа, придет мне щит 5-го тира, чел на Свене может себя ваншотнуть. А для меня это только будет в кассу. Он себя ваншотит, я себя буду чувствовать отлично. Хотя на самом деле, знаете, ну, о, хорош. Нет, мне что-то как-то люто фартит, если честно, на предметы. Прям люто-люто. Не, надо щит 5-го тира брать. 100% надо брать щит 5-го тира. Это слишком люто. Это слишком сильно, это слишком люто. Броня мне, кстати, вообще не нужна, потому что там есть свенчик. А так как есть там свенчик, то толку мне от этой брони. Он все равно меня чистым уроном башляет. Ну? А где моя темпларка? Ребята, уроки скилла начинаются, готовьтесь. Присаживайтесь поудобнее. И готовьтесь. Сейчас начинаются уроки скилла, как нужно находить себе нужную легендарку. 31 раунд. Отчет пошел. В поисках темпларки. Так и назовем этот момент. Если что, только что строил почти 50 монет, и я не нашел по итогу темпларку. Ни темпларку, ни инвокера. На минуточку. А, ну там чел на вайпере, кстати, не нашел себе маску 5-го тира, поэтому ему немножечко туговастенько. Один щит 5-го тира хорошо, на 2 лучше. Но эти все предметы мне не надо, я пока что с одним щитом справлюсь. Ну и хорошечно мне пришел сейчас Мьёльнир. Хотя на самом деле от Мьёльнира толку как-то маловато. Иллюзия Хускара добила его, еще и минус 5 сверху накинула. Нормас, нормас. Но мне идет хорошо антимаг. Ну, походу, здесь будет антимаг, ребята. Потому что мне темпларка тупо не идет, вы это сами видите сейчас. Где темпларка? Кто-то видит темпларку? Не, ну антимаг, кстати, реально люто идет. Типа гадалки не ходи, антимаг люто идет. И у чувака там на Свене в 2 звезды уже нормально такой винстрик. Меня это, конечно, не радует вообще. Итак, наблюдаем еще раз картину, как чел сейчас будет попадать в меня сквозь мое уклонение, и щит 5-го тира ничего ни разу не... Он меня сплэшем тупо убил. И щит 5-го тира ни разу ничего не вернул. Понял, принял, осознал. Так, чел вылетел. Ну ладно, мы остались с ним 1-1. Сейчас мы посмотрим, что к чему. Чей скилловее сейчас будет? Мой? Либо вот этого вот паренька? Ну, судя по тому, как... Ну, если на самом деле, типа, реально, если мне не приходит темпларка, я откисаю. Хочу этого, не хочу этого, вообще. Никто меня спрашивать не будет. Я, кстати, надо сейчас немного другую расстановку сделать, потому что у него есть же горн. И мои фигурки впиваются в этот горн надолго. Я, на самом деле, не знаю, куда этого антимага поставить. Так, окей, горн быренько мы забрали.
Ну, давайте. Попадешь по моему антимагу? Ну-ка. Ладно. Эльфы топ, ребят, рекомендую. А что там? Темпларка, инвокер. Как бы, ну, хочется уже. Что-то типа хочется инвокера и антимага. Что-то типа хочется. О, явился, не запылился инвокер. Только теперь давай темпларку. Инвокер, позови темпларку. Темпларку в 2 звезды, зови уже. Необходимо темпларка в 2 звезды, разыскивается. Особо опасный преступник на темпларке. Срочно нужна. Я на самом деле не знаю, как так сейчас антимага поставить, чтобы он сразу в Свена впился. Отдам посох первого тира сейчас в антимагу. Хоть, ну, какие-то там лишние 50 урона, ну, не будут. И нет, не оригинал. Я рассчитывал, что антимаг оригинал будет сейчас присасываться к Свену. Давай! Души! Души, души, души! Ну, ваншотик, давай! Раз! Еще, еще! Чистая скиллуха. Щитом 5-го тира вернул весь урон его. Марси мне очень хорошо идет. Как же мне хорошо идет все-таки антимаг. Очень хорошо идет антимаг. Кстати, я в этой катке даже могу его в 3 звезды собрать, если что, на секунду. У меня все шансы собрать его в 3 звезды. Так-то. Жалко, после 3-го тира я не получу. Ну, у чувака там тоже очень жесткий стол такой. У него Свена 2 звезды, еще Свенов там ищет, и предметы у него хорошие. А посоха 3-го тира у меня нет, я его скипнул. Ну, будем откровенно честными, через антимага я не был готов играть. И в который раз убеждаюсь, насколько же легко играть на эльфах против мобов. Вообще в легкую-то душих. И МКБшку еще нашел против его мясов. Хорош. Вот это вот мне нравится. Вот это я понимаю. Вот это вот подгоны. Это какой... Ну, это абсурд. Так, чел там МКБ не нашел себе. Я возьму Радик. Даст дополнительное уклонение и 100 чистого урона в секунду. Да, там небольшой прирост у меня сейчас идет по уклонению. Там самый минимальный прирост идет по уклонению, но... Короче, Радик пусть будет. У него все равно нету МКБ. Был бы у него МКБ, я бы 100% ролил бы предмет. А так, это гарантированно еще 100 чистого урона. Понял, спасибо. Эльфийская волшебника сотворила пару чудес неземных. Надо маска 5-го тира. Души, души. Еще души. Тупо ваншот прилетел. Щит не успел его отразить. Точнее, не отразил просто. Тупейшая темпларка, ты можешь прийти? Вот скиллуха в собственном соку. Ну и плюс, кстати, даже если так, то взлет АЗС массово замедляет. Не знаю, надо расстановку как-то попробовать поменять. Может, это поможет изменить исток.
Специально ставил антимага таким образом, чтобы он не бил этот горн. Но по итогу все равно бьет этот горн. А безоружный туда, куда надо, полетел от инвокера. Пожалуйста, верни дамаг. Верни дамаг. Сам... О, вы это видели? Вы это видели? Щиточек 5-го тира не имбовый, а? Как я его щитком 5-го тира, а? Так, яйцо. Охренеть. Одна темпларка на 38-м раунде, 2 темпларки. Ну, извините, но антимаг в 3 звезды как-то более увереннее выглядит, нежели сейчас темпларка в 2 звезды. Ну, согласитесь. Я думаю, любой бы сейчас поступил так на моем месте. Я думаю, 100% любой бы поступил так на моем месте. Любой. И не говорите, чтобы кто-то поступил по-обратному. Нет, я в этого не поверю. Все-таки антимаг 3 звезд намного более внушает доверие, нежели темпларка в 2 звезды. Что-то хочу забрать свои слова назад. Спасибо, инвокер 2 звезд. У меня есть проблема. Хьюстон, у нас проблемы. Мы сейчас можем оказаться в чем-то коричневом. Ну ладно, там на самом деле Свен убивает меня сплэшем. Но почему щит 5-го тира ничего так не отражает жестко? Клянусь, играл бы я на таком Свене, каждая бы моя тычка от Свена убивала бы моего Свена, если бы чувак был с щитом 5-го тира. Давай, живи, падла. Да. У меня аж в горле дико пересохло от этой катки. Фу. Но это было жестко, согласитесь. Это было очень жестко. Без антимага 3 звезд здесь не обошлось. Но, ребят, ну мне тупо не шла темпларка. Что мне сделать? Она мне одна пришла на 38-м раунде, потом вторая пришла. Но яйцо, я же говорю, я лучше кину в антимага, потому что это как-то более надежно выглядит, нежели я буду играть, пытаться через темпларку, которая тупо не идет. Я думаю, вы это и сами прекрасно понимаете. Так что я здесь максимально оправдан. Просто посмотрите на его инкам в игре и на мой. У меня 486 монет за всю игру, а у чувака 344. Вот вам и влияние скилла на игру. На самом деле мне люто фартануло то, что мне антимаг так пришел. Я думал, и антимаг не придет. И тут бы реально скилл только бы порешал. Скилл бы порешал 100%. Типа, ну, смог бы отразить щитом 5-го тира, значит я выиграл. Не смог отразить щитом 5-го тира, значит я проиграл. Вот так бы оно и было. Оно, по сути, так и было. Не, ну блин, это реально зачетная катка. Красивая. Ну, без имбы не обошлось. Ну, без имбы не обошлось, но что поделать. Эх, не осуждайте меня сильно. Не осуждайте. Ну ладно, вот. В принципе, я показал, что такое эльфы. Я выполнил свой челлендж, получается, о котором говорил в начале. Правильно, правильно. Поэтому, ребят, я думаю, это заслуженный лайк за такую каточку против вот такого вот Свена с антимагом 3 звезды. Хотя, на самом деле, ну, ладно. Короче, без имбы реально здесь тебе не обошлось. Типа, темпларка мне элементарно не пришла. Ну, она пришла, я мог бы яйцо туда закинуть. Ну вот давайте так, напишите в комментариях ваш выбор. Вы выбрали темпларку или бы антимага? Я уверен, что 90% людей ответят о том, что они бы выбрали антимага в 3 звезды, нежели темпларку в 2 звезды с такими предметами, как у меня были. А так, ну, антимаг не имба. Что можно сказать? Антимаг не имба. А скилл в этой игре порешал львиную долю. Тупо на скиллухе вытащил. Как-то так.
Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забывайте поддержать меня лайком, а также комментарий от 3 слов. А кто не подписан, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!